Вы на канале «Горизонт событий». Планета меняется быстрее, чем мы успеваем за ней следить. Сегодня 2 июня, и прямо сейчас вы увидите главные природные аномалии, катаклизмы и чрезвычайные происшествия, которые потрясли мир за последние 24 часа. Япония столкнулась с первым серьезным ударом стихии в этом сезоне. Мощный тайфун Джангми, также известный как тайфун номер 6, в понедельник обрушился на южную префектуру Окинава. Японское метеорологическое агентство сообщает, что шторм зародился внутри огромного муссонного вихря в Филиппинском море. Стихия принесла на острова Рюкю колоссальные разрушения. Ураганный ветер валит деревья, срывает вывески и переворачивает автомобили. В городе Урума зафиксирован исторический рекорд для порывов ветра – 40,5 метров в секунду. В регионе уже пострадали по меньшей мере 4 человека. Из-за непрекращающихся ливней, объем которых местами превысил 200-300 мм, возникла угроза масштабных наводнений, из-за чего для жителей ряда муниципалитетов Окинавы был объявлен 4-й, предпоследний уровень опасности, обязующий людей немедленно эвакуироваться в убежища. Тропический циклон парализовал транспортную систему региона. Главный аэропорт префектуры Наха закрыт, авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways отменили более 400 внутренних и международных рейсов. Сейчас эпицентр Джангми смещается на северо-восток со скоростью около 25 км в час. Метеорологи предупреждают, что шторм движется вдоль Тихоокеанского побережья страны в сторону островов Кьюсю и Сикоку. Уже к среде, 3 июня, тайфун нанесет удар по центральным регионам Хонсю, включая Токио и Осаку, где ожидаются перебои в движении скоростных поездов Синкансен, шквалистый ветер до 112 км в час и волны высотой до 10 метров. Местные службы спасения призывают граждан следить за экстренными оповещениями и по возможности избегать поездок. 1 июня произошел мощный взрыв на Мальте, на известной фабрике фейерверков Lourdes Fireworks Factory, расположенной в сельскохозяйственном районе Салина, близ Нашара. Первый взрыв прогремел примерно в 6:30 утра, после чего на протяжении нескольких часов продолжалась детонация пиротехники. Взрывная волна оказалась настолько сокрушительной, что сейсмологические датчики Университета Мальты зафиксировали подземные толчки магнитудой 1,9. Грохот и сильные вибрации ощутили жители как северной, так и центральной частей островного государства, а густой столб дыма был виден за многие километры практически из любой точки страны. К счастью, сотрудников на территории самого предприятия не было, что помогло избежать человеческих жертв. Тем не менее, легкие травмы получили 2 фермера, работавшие на соседних полях, а также проезжавший мимо курьер службы доставки еды. Взрыв нанес колоссальный материальный ущерб. В близлежащих жилых домах, фермерских хозяйствах и отелях курортной зоны Салина выбило окна и двери, повреждены припаркованные автомобили и линии электропередач. На данный момент полиция ведет расследование, чтобы установить точную причину инцидента. Местные СМИ напоминают, что эта же фабрика уже взрывалась в 2018 году. Мощное землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов центральной части Чили. По официальным данным Национального сейсмологического центра Чили, эпицентр сейсмического события находился в акватории Тихого океана, примерно в 23 километрах к западу от прибрежного города Кинтера и в 33 километрах к северо-западу от крупного портового центра Вальпараисо. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 25 километров под морским дном, из-за чего колебания земной коры ощущались населением особенно остро. Свидетели происшествия в Вальпараисо и соседней Винья-дель-Мар сообщают, что в домах раскачивалась мебель, а на городских камерах видеонаблюдения, в частности в городе Кильпуэ, зафиксированы явные вибрации конструкций. Землетрясение также докатилось до столицы страны Сантьяго, расположенной в 130 километрах к юго-востоку от эпицентра, где жители высотных зданий ощутили легкое, но продолжительное покачивание.
Сразу после основного удара геологическая служба США зафиксировала серию повторных авторшоков меньшей мощности, включая толчки магнитудой 4,8 и 4,9. Местные власти сообщили, что критическая инфраструктура, порты и жилые кварталы не пострадали. Абсурдное происшествие в китайском городе Далянь, провинции Ляонин, обернулось колоссальными убытками и уголовным делом. Местный житель, 74-летний пенсионер, решил навести порядок на улице во время своей ежедневной прогулки. Пожилому мужчине показалось, что скопившийся на тротуарах и ступенях тополиный пух сильно мешает пешеходам и портит внешний вид его привычного маршрута. Дедушка достал из кармана обычную зажигалку и подпалил белую массу прямо вдоль дороги. Сухой пух вспыхнул как порох, а поднявшийся ветер погнал стену огня в сторону ближайшей открытой парковки. На этой площадке плотными рядами стояли абсолютно новые электромобили. Машины только сошли с конвейера и ожидали передачи своим законным владельцам. Прибывшие на место ЧП пожарные расчеты смогли локализовать и потушить возгорание, однако спасти имущество не удалось. В результате инцидента полностью сгорели 20 электрокаров. Теперь пожилому китайцу грозит не только внушительный тюремный срок, но и астрономические штрафы для компенсации материального ущерба. В понедельник один из самых активных вулканов планеты, Килауэа, вошел в 48-й эпизод фонтанирования лавы. Мощнейшие огненные струи вырвались из северного жерла внутри вершины кратера Халемау-Мау и взлетели на высоту до 200 метров. Этот эпизод стал уникальным для мировой науки. Текущая серия извержений, начавшаяся в декабре 2024 года, превзошла знаменитый трехлетний цикл вулкана Пуоо 80-х годов по количеству отдельных эпизодов фонтанирования. Сейчас Килауэа выбрасывает лаву примерно раз в 10 дней. Потоки раскаленной магмы в настоящее время полностью изолированы внутри глубокой чаши кальдеры на территории Национального парка Гавайских вулканов, поэтому прямой угрозы для жилых домов или автодорог острова пока нет. Однако проснувшийся исполин создал серьезные проблемы для атмосферы. Пепловый шлейф поднялся на высоту более 7000 метров над уровнем моря. Фиксируется выпадение пепла в восточных районах Большого острова. Эверест, высочайшая вершина планеты, стремительно превращается в самую высокогорную свалку мира. И наглядным подтверждением этого экологического кризиса стали свежие кадры из 4-го высотного лагеря, расположенного на Южном Коуле, на высоте без малого 7900 метров. По оценкам экспертов, только на Южном Коуле сейчас погребено до 50 тонн вмерзшего в лед мусора, на очистку которого уйдут годы опаснейшей высотной работы. Власти Непала уже обязали альпинистов выносить со склонов по 2 килограмма отходов сверх собственной нормы и даже тестируют тяжелые грузовые дроны для транспортировки мешков вниз. Однако без коренного изменения этики самих восходителей Эверест рискует окончательно потерять статус природной святыни. Город Аписака и прилегающий муниципалитет Яух-Кимекин в мексиканском штате Тласкала столкнулись с разрушительными последствиями сильного тропического ливня. За несколько часов в регионе выпало 97 миллиметров осадков. Это сразу привело к коллапсу городской инфраструктуры, полностью затопив основные дороги и жилые кварталы. Особо сложная ситуация сложилась на автомобильной трассе Тласкала-Аписака на границе двух муниципалитетов. Там уровень воды поднялся настолько быстро, что десятки легковых машин и единиц общественного транспорта оказались заблокированы, и испуганные пассажиры и водители были вынуждены спасаться на крышах своих транспортных средств. Для эвакуации людей власти экстренно задействовали подразделения мексиканской армии. Потоки воды затопили дома местных жителей, уничтожая мебель и личное имущество. В районе Терсера-Серрада-дель-Ардисабаль уровень затопления внутрижилых помещений достиг 1 метра, из-за чего отчаявшиеся граждане были вынуждены самостоятельно пробивать бреши в бетонных заборах, чтобы хоть как-то ускорить отток прибывающей воды. Этот шторм стал частью аномально влажного сезона, при котором текущие показатели осадков в регионе уже вдвое превышают историческую норму прошлых лет.
Накануне начала лета на перевале Пыв и в районе знаменитого курорта Ауатхары в Абхазии внезапно наступила зима. После резкого похолодания горные вершины и весенние субальпийские луга Рицинского национального парка накрыло белым покрывалом. Высота свежевыпавшего снежного покрова в районе Ауатхары уже превысила 7 сантиметров, а температура воздуха в ночные часы опустилась до нулевой отметки. Местные метеорологи подчеркивают, что май 2026 года в регионе стал самым влажным и холодным за последние полвека. Из-за ухудшения видимости и угрозы гололедицы администрация парка вывела на трассы бульдозеры для непрерывной расчистки дорожного полотна. Проезд к Ауатхаре пока удается удерживать открытым, однако спасатели МЧС настоятельно рекомендуют отказаться от поездок на перевал Пыв на автомобилях без полного привода и специальной резины. Синоптики сообщают, что пик аномального циклона пройден, и температура постепенно начнет возвращаться к летней норме в первой декаде июня. В Алмазарском районе Ташкента произошел пожар на высоковольтной электроподстанции «Выставочная». Загорелся трансформатор напряжением 110 киловольт. В результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получили кабели и внутренние отходящие устройства энергообъекта. Авария вызвала масштабные перебои в энергосистеме города. Без электричества остались более 6 тысяч жилых домов и социальных объектов. Энергоснабжение было частично нарушено в Алмазарском и Шайхантахурском районах столицы. В некоторых кварталах также зафиксированы временные отключения насосных станций питьевой воды. Сообщается, что специалисты компании «Узбекистанские национальные электрические сети» незамедлительно приступили к переключению потребителей на резервные линии. Мощный конвективный шторм нанес серьезный ущерб инфраструктуре и энергетическому сектору Индии. Согласно последним данным Индийского метеодепартамента, около 70-80% территории государства сейчас охвачено интенсивными предмуссонными грозовыми процессами и находится под влиянием сильного западного переноса влаги. Основной удар стихии пришелся на северо-западные и центральные штаты. Наиболее разрушительные последствия зафиксированы в штате Раджастан, где на регион дважды обрушилась песчаная буря с ураганным ветром. В городе Фалоди полностью уничтожена одна из крупнейших солнечных электростанций. Ветер вырвал железные конструкции и разбил тысячи высокотехнологичных солнечных панелей, оставив от стратегического объекта лишь груду обломков. Местный поставщик электроэнергии Jodhpur Discom сообщает о повреждении тысяч опор линий электропередач и обесточивании более 1000 населенных пунктов. Одновременно с этим тяжелая погодная ситуация сохраняется в штате Телангана. В штате Мадхья-Прадеш шквалистый ветер нанес огромный урон округу Сихор. Метеорологи предупреждают, что нестабильная погода с градом и порывами ветра до 70-90 км в час может продлиться еще несколько дней и призывают жителей не покидать свои дома без крайней необходимости. Мощный взрыв неразорвавшегося боеприпаса времен Второй мировой войны потряс округ Биак-Нумфор в индонезийской провинции Папуа. По данным местной полиции, инцидент произошел днем воскресенья. В результате детонации 5 человек погибли, еще 3 числятся пропавшими без вести. Число пострадавших достигло как минимум 19 человек. Согласно показаниям свидетелей и предварительным данным следствия, трагедия произошла в жилом массиве, когда группа местных жителей попыталась самостоятельно вскрыть обнаруженный снаряд. Опасные манипуляции с боеприпасом привели к его детонации. Сила взрывной волны оказалась сокрушительной. Она полностью сравняла с землей 6 жилых домов, оставив на их месте лишь обломки. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В ходе обследования прилегающей территории была найдена неразорвавшаяся минометная мина. Полиция округа Биак-Нумфор ведет детальное расследование всех обстоятельств случившегося. В Индонезии в ночь на 1 июня вспыхнул один из самых оживленных торговых и жилых секторов района Кемаяран – рынок Джиунг.
Огонь мгновенно охватил торговые ряды, заполненные легко воспламеняющимися материалами, текстилем и деревянными постройками, после чего быстро перекинулся на прилегающие жилые кварталы с плотной застройкой. На месте происшествия прогремели как минимум 2 мощных взрыва, которые предположительно были вызваны детонацией бытовых газовых баллонов, что лишь усугубило панику среди сотен местных жителей и предпринимателей, пытавшихся спасти свое имущество. Сообщается, что по меньшей мере 8 пострадавших граждан были эвакуированы в ближайшую больницу из-за отравления угарным газом. Согласно предварительному исследованию, основной версией пожара считается короткое замыкание в неисправной электросети одного из центральных павильонов. В результате бедствия без крова осталось свыше 500 семей. Число погибших при взрыве на оборонном заводе Hanwha Aerospace в южнокорейском Тэджоне возросло до 5 человек, еще 2 получили ранения. По информации южнокорейских СМИ, взрыв произошел во время ручной очистки инструментов от остатков взрывоопасных веществ в цехе по производству ракетного топлива. Руководство компании принесло официальные извинения семьям погибших, признав, что данный технологический процесс не был автоматизирован, так как риски на этом участке считались минимальными. Завод в Тэджоне является ключевым стратегическим предприятием Южной Кореи, где собирают двигатели для авиации и космоса, а также тактические ракетные комплексы класса «Земля-Земля». Ранее здесь уже происходили подобные трагедии со смертельным исходом в 2018 и 2019 годах.